Привет! Сегодня 1 сентября. День знаний, первый день в школе, начало нового учебного года, день линеек, цветов и встреч после каникул. А для кого-то это вообще супер особенный день, потому что сегодня начинается их последний год в школе. С праздником, с Днем знаний, с 1 сентября. Если это вы. Если сегодня вы пошли в 11 класс, во-первых, поздравляю и удачи, а во-вторых, двигайтесь ближе к своим мониторам и телефонам. Доставайте двойные листочки, этот ролик специально для вас. У нас урок сегодня, да? Совсем скоро, а может быть уже, в ваших руках окажется это. Учебник истории за 11 класс. Эта книга окажется у вас, где бы вы ни жили, где бы ни учились, потому что это единый учебник, один на всю страну, для всех одинаковый. По математике у вас могут быть несколько разных учебников, по физике или литературе тоже можно выбирать, а вот по истории будет такой. Такой же есть и для 10 класса, и вроде как с этого года будет и для других классов, по крайней мере, так было объявлено. Но перед вами, ребята, на самом деле не учебник, а достаточно страшная и опасная штука. Весь год вас будут заставлять зубрить то, что написано здесь, под предлогом того, что это школьная программа, и вы изучаете историю. Но на самом деле вас будут просто зомбировать и отучать думать самостоятельно. Эта вредная книжка имеет своей целью лишь одно – стереть все мысли в вашей голове и заменить их мыслями Путина, который, кстати, этот учебник и придумал. И он прямо мечтал о нем. С 2013 года Путин рассказывает, что единый учебник жизненно важен, и без него мы все пропадем. Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты. В 2023-м, 10 лет спустя, мечта Путина сбылась. Все эти учебники, они должны соответствовать истине. Они должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы. Ну что же, теперь единый обязательный учебник обслуживает не чьи-то там интересы, а интересы лично Путина. Его мечту реализовали вот эти два человека. В.Р. Мединский и А.В. Туркунов. Это не абы кто. Мединский – это бывший министр культуры, а теперь помощник Путина. А Туркунов – это, на минуточку, аж ректор университета МГИМО. Учебник этот действительно инновационный. Когда я в первый раз мельком пролистала этот учебник, то мне он показался сначала просто какой-то тупой нелепицей, логичной приметой нашего времени и чем-то таким, над чем даже можно посмеяться. Но на самом деле, если объективно задуматься, это настоящее и огромное преступление, совершенное против вас и вашего права знать правду. А это именно ваше право, и никто не может его вас лишить. Там есть все, что угодно, так? Только не правдивая информация. Поэтому сегодня кое-кто за это преступление будет расплачиваться. Мы сначала разберемся, что именно с этим единым учебником не так. А потом я расскажу вам гораздо более интересную историю. О тех, чьи имена вы будете видеть каждый раз, доставая этот учебник из рюкзака. О тех, кто несет ответственность за промывку ваших мозгов. Кто под предлогом патриотизма специально пичкает вас откровенным враньем. И расскажу вам о том, зачем на самом деле они это делают и сколько они на этом зарабатывают. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Как я уже говорила, этот учебник учебником на самом деле не является. У академической литературы есть абсолютно устоявшиеся жанры и форматы. Там достаточно сухо излагаются события, ключевые даты, обрисовываются какие-то контуры, разные интерпретации, но не более того. А тут это как если бы передача Соловьева или Киселева по телевизору стала бы учебником. Уберите отсюда нацистскую мразь! Пшел вон отсюда, мразь нацистская! На первой же странице первой главы нас встречает цитата Путина. Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. И дальше вы весь год будете изучать, почему Путин так считает и почему мы все должны очень скучать по СССР. Все проблемы начались после развала Советского Союза. Сюжетная арка повествования выглядит следующим образом. В СССР все было очень хорошо. При Сталине все было очень хорошо. Даже когда было плохо, было очень хорошо. Потом после Сталина было терпимо, но в целом тоже хорошо. Потом пришел дурак Горбачев. Он был молодой, энергичный, но глупый. Поэтому он развалил страну, стало плохо, потом вообще ужасно. А потом пришел Путин, и снова стало очень хорошо. В общем, Сталин, потом безвременье и Путин. Мы сейчас не будем тратить время на обзор, как именно авторы учебника исказили события, как не написали ничего толком о репрессиях, о расстрелах, о войнах. В интернете полно роликов с подробными разборами от историков. Они расскажут вам это лучше и понятнее, чем я. А я вам лучше наглядно покажу, как именно вас обманывают.
Покажу механизм. Расследования достойны презрения. Презрения. Для этого нам понадобится новый учебник Мединского и Туркунова и 2 старых от других авторов. Вот этот от 2002 года, то есть Путин только-только стал президентом в первый раз. И точно такой же, но от 2013 года. Путин уже 13 лет у власти, но это еще до захвата Крыма, до войны, до полного уничтожения СМИ и оппозиции, до переписанной конституции и всего прочего. Если мы с вами их расположим вот так, в хронологическом порядке, мы сможем своими глазами увидеть, как меняется описание одних и тех же событий, в зависимости от того, сколько Путин остается у власти. Берем буквально одни и те же главы, одни и те же параграфы. Вот, например, про страны Балтии. Во всех 3 учебниках есть про это очень похожий абзац. 2002 год. Общий и достаточно нейтральный обзор. Отмечено, что отношения омрачены болезненным вопросом о положении русскоязычного населения, но не везде. В Литве, например, пишут, никаких проблем нету. Отмечаются дискриминационные законы в Латвии и Эстонии и некие территориальные претензии. Окей. 2013 год. К этому моменту и Литва, и Латвия, и Эстония вступили в Европейский Союз и НАТО. В учебнике заметно меняется тон. Тут уже кроме нарушения прав русскоязычных упоминается и переписывание общей истории, и даже глумление над памятью. Ну и сегодняшний единый учебник. Новая версия специально для вас. Страны Балтии всегда были откровенно враждебны России, поддерживают любые антироссийские инициативы. Тут в учебнике появляются пособники нацистов, карательные подразделения, и на улицах в странах Балтии, оказывается, проходят постоянные марши бывших эсэсовцев и их приверженцев. Вот эти марши нацистов. Теперь сравним, что пишут про Украину. 2002 год. Независимость в 1991 году, описание экономических проблем Украины, упомянуты некие болевые точки. Крым, Черноморский флот, долги перед Россией за газ и проблема русскоязычного населения восточных областей. Причем не написано даже, что это за проблема. Легли под москалей. Далее. Несмотря на эти болевые точки, основную часть этих проблем удалось решить. И прямо расписано, что подписали и на что договорились. Тишь да благодать. 2013 год, то есть после первого Майдана, но до второго и до Крыма. Здесь у нас уже полезли США и ЕС, которые вмешались в выборы в Украине. Уже угадываются привычные нам сегодня солдаты НАТО и украинские власти, все еще просто власти, не каратели и не хунта, которые вытесняют русский язык из кино и образования. Но на этом в целом все. То есть раздражение, конечно, оно считывается, и уже явно нет абзаца про проблемы, которые удалось решить. И 2023 год. Единый учебник. Здесь уже совсем другая история. Взаимовыгодное добрососедство между Россией и Украиной противоречило долгосрочным интересам Запада по сдерживанию нашей страны. Фонд Сороса, военные преступники и бандеровцы. Из Украины создавалась антироссия. Но это только начало. Самый трэш сосредоточен в параграфе 37, специальная военная операция. И тут уже полностью стирается грань между школьным учебником и истерикой какого-нибудь припадочного гостя на вечернем шоу. Украинский неонацизм, палачи и союзники Гитлера, марши ветеранов СС – все это придумали и провернули США, и главная цель не сильная Украина, а слабая Россия. Хунта, нацбаты, вооруженные отряды нацистов. Жителей Донбасса назвали террористами за то, что они хотели остаться русскими. Согласитесь, забористо. Нам ничего выдумывать не надо, просто говорить правду. Враг США подступает все ближе. Организованы биолаборатории. Украина на пороге того, чтобы обзавестись ядерным оружием и вступить в НАТО. И в конце отбито отдельными строками. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить. Поэтому Путин и начал войну. Что мы все про внешнюю политику? Давайте посмотрим на то, как меняется описание одних и тех же событий внутри России. Чечня. Во-первых, здесь мы впервые замечаем плагиат. Вот учебник 2002 года, тут есть авторы, и это не Мединский и не Туркунов. А вот учебник 2023, и здесь тот же самый текст с минимальными изменениями. Бывший министр культуры и ректор МГИМО просто взяли и списали эту часть у коллег, но поменяли то, что им кажется важным. Они удалили абзац про теракты в Буйнакске, Волгодонске и взрывы жилых домов в Москве. И вместо него теперь красуется текст про то, что банды террористов на Кавказе щедро финансировались из-за рубежа, а в их составе были украинские националисты. Те же, что будут потом на Майдане.
Кто это читал? Кто проверял? Кто рецензировал? Кто следил за содержанием? Кто? Ну и напоследок, просто нелепая. Глава про войну с Грузией в 2008. Здесь снова Мединский просто ворует главу, как говорится, списывает, только нет точь-в-точь. Военный конфликт в Закавказье. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу территорию Южной Осетии. Это 2013 год. Теперь новый учебник и сравниваем. Военный конфликт в Закавказье. В ночь на 8 августа 2008 года, когда премьер-министр Путин находился на открытии Олимпиады в Пекине, грузинские войска подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу территорию Южной Осетии. Зачем это уточнение про Путина? Какая школьникам, изучающим историю, разница, где в тот момент был Путин? Тогда он президентом вообще не был Медведев. Я так предполагаю, что это вписали просто, чтобы показать, что Путин типа не знал, что если бы он был не на Олимпиаде, а дома в аквадискотеке или в комнате грязи, никаких обстрелов бы не произошло. Это совершенно очевидный факт. Дальше все слово в слово, пока мы не доходим до последнего предложения абзаца. Местное население в учебнике 2013 года оказалось беззащитным перед лицом агрессии, возникла угроза гуманитарной катастрофы. А в 2023 году это же население оказалось перед угрозой физического уничтожения. Согласитесь, есть разница между угрозой гуманитарной катастрофы и физическим уничтожением. И кремлевские чиновники, авторы и вдохновители новой путинской идеологии не поленились, пошли и переписали словосочетание, чтобы сложилось впечатление, что там массово убивали русских, а Путин пришел, после того, как вернулся с Олимпиады, конечно же, и всех спас. Враг есть, все должны сплотиться вокруг начальника. И вот мое любимое, учебник 2013 года. За 4 дня грузинские войска были остановлены и обращены в бегство. Это предложение в новом учебнике полностью списано, только в новой версии это произошло за 3 дня. Цифру 4 поменяли на 3 и таким образом, видимо, продемонстрировали всю мощь российской армии. Мы победили! Слава России! Ну и в целом, это так плохо, что иногда кажется, что авторы просто забыли, что они пишут, что это вроде как учебник истории, а не колонка в журнале «Юный путинист». А как вам, например, цитата Данилы Багрова из фильма «Брат 2». В чем сила, брат? Не брат, гнида. Насколько научным и беспристрастным вам кажется учебник, в котором написано «Детской кровью с 2014 года окроплена вся Донбасская земля». А в разделе «Любопытные детали» школьникам зачем-то рассказывают, что самым известным кличем госпереворота стала речевка беснующейся толпы «Кто не скачет, тот москаль». И добавлено «Перевод, думаем, не требуется». Это, простите, реально учебник истории? Это окно, сквозь которое интересующийся ученик и учитель могут попасть в самый интересный мир. Или вот ключевые события культуры, науки и спорта. Тут табличка. Сравнивается Россия и мир. У нас перечислено Нобелевка Алферову, Первый Московский пасхальный фестиваль, Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу. А на загнивающем Западе Олимпиады футбола нет и не бывает. Там ключевые события – это открытие сайта Wikileaks, создание в США движения «Жизни черных имеют значение» и формирование протестного движения «Желтые жилеты» во Франции. Ну, неправильно расставлен дисбаланс. Мягко говоря, акценты. Мне больше всего нравится, что после сотни страниц истерики про то, что в Украине все фашисты, и в Европе все фашисты, они веками мечтают уничтожить Россию, едят младенцев и прикрывают ими военные объекты, авторы учебника вдруг обращаются напрямую к читателям. Вы уже взрослые, уважаемые старшеклассники. Сделайте выводы сами. На кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет. Вот и все. Эту страницу вообще можно вешать на доску пропагандистского почета. Сверху, значит, про изуверскую тактику Украины. Потом раздел «Любопытные детали» о том, что в России есть иностранные агенты. Потом авторы как будто вспоминают: ой, и еще, будьте бдительны. Думайте, жирным шрифтом, почему, зачем и за что отрабатывают новости те или иные оппозиционеры и блогеры. В чьих интересах, думайте. Второй раз. И дальше итоговый контрольный вопрос в голове. А почему абсолютное большинство граждан России поддержало СВО? Ну и внизу той же самой страницы еще разок укронацисты, чтобы закрепить. Мы обречены быть вместе. Я не буду говорить о том, что в этом учебнике нет ни слова про всероссийские протесты против Путина и Единой России, нет ни слова про политические репрессии сейчас, не упомянут не то что Навальный, а даже Немцов, который был вице-премьером и наиболее вероятным преемником Ельцина. Зато место нашлось на
4 страницы портретов и биографий героев путинской войны. Вот глава тикток-войск чеченец Апсей Алаудинов. В часах за 15 миллионов рублей он наводит ужас на нацистов. Вот вы петухи. На самом деле, по-другому я это и не назову. Вот маляр-штукатур из батальона «Спарта» Владимир Жога. Вот фельдшер Екатерина, которая накрыла собой тяжело раненого бойца, и они оба выжили. При этом в бесконечно длинном рассказе про Донбасс, про героическое ополчение храбрых патриотов вы найдете что угодно, но не упоминание того, что в 2014 году российской армией и этими ополченцами был сбит малайзийский гражданский Боинг, и тела 300 людей были разбросаны по полю в Грабово. Плохие примеры на самом деле, плохие примеры. Зато вместо этого вот, пожалуйста, прочитайте про модульное малоэтажное строительство, посмотрите, как Путин голосует за собственное же обнуление, и узнайте о событии мирового уровня – Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Форум в Петербурге, несомненно, стал площадкой для обсуждения самых актуальных мировоззренческих вопросов. Не слышали о таком? Неудивительно, форум не проводился ни в 2020 году, ни в 2021, ни в 2022 году. В 2023 он прошел, но под другим названием. Извините, а почему это в учебниках истории? Дальше в главе про главные культурные события 20-летия перечисляются. Ночь музеев, ночь кино и ночь искусств, исторические парки «Россия», социальные экскурсии для школьников «Дороги Победы». Странный набор, но ему есть объяснение. Это все просто личные проекты автора учебника Владимира Мединского. На эти социальные экскурсии Мединский получает от Минкульта сотни миллионов рублей грантов. Ну, почему бы не порекламировать их и в учебнике тоже? Дальше памятники, Ржевский мемориал, мемориал Александру Невскому на Чудском озере, Самбекские высоты. Это все тоже Мединский и Российское военно-историческое общество, которое он возглавляет. Вперед давай, с лопатой под Волоколамск. Я просто поражаюсь бессовестности Мединского. Ты пишешь главу в учебник истории. Это большая и ответственная работа. И ты используешь школьную книгу, чтобы увековечить любимого себя. А на последних страницах учебника я нашла жемчужину. Историческое повествование снова прерывается, и ни с того, ни с сего. Обращение к читателю. Лучшие качества наших рабочих, тружеников села, инженеров, программистов, предпринимателей проявляются в эти сложные времена. Именно это время дает огромный шанс вам, выпускники школ, добиться быстрого профессионального успеха во взрослой жизни, в бизнесе, в производстве, в науке. Такие уникальные времена случаются в истории нечасто. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия воистину страна возможностей. Такого уровня многоуровневой экспертизы не имел ни один учебник истории в истории нашей страны. Ну вы поглядите, мы что, на марафоне желаний, что ли? Это такие аффирмации, чтобы притянуть удачу и успех? Огромный шанс, фантастические обстоятельства, Россия – страна возможностей, не упустите. Вы знаете, да, Россия – страна возможностей. Но не для вас, а для таких, как автор этого учебника, Владимир Мединский. Для тех, кто готов полностью продать свою совесть, готов врать и заниматься пропагандой. Для тех, кто готов обманывать детей. Вот для них это страна возможностей и действительно уникальное время. В конечном счете речь идет о деньгах. Владимир Мединский никогда не славился скромностью или бедностью. Еще в 2019 году мы, фонд борьбы с коррупцией, находили у этого чиновника 300-метровый пентхаус в самом центре Москвы. Мы тогда оценили его в 200 миллионов рублей, но явно сплоховали. Да и цены с того времени повысились. Сейчас, похоже, продаются миллионов за 700. Но какие же это сущие копейки по сравнению с тем, что у него есть на самом деле. У нас денег бездонная бочка. Перенесемся в самое сердце Москвы, на Большую Якиманку. Здесь располагается красивый старинный особняк. Неофициально он называется Дом Мальцевых. Постройка 19 века, в первое упоминание о ней появляется в 1817 году. Тут жил секунд-майор Мальцев, промышленник. У него были фабрики стекла и хрусталя. В 80-х годах 20 века здесь были коммуналки, а потом здание вообще не использовалось. Это выявленный объект культурного наследия. Со специальным статусом, так как тут есть уникальные архитектурные элементы, и здание представляет историческую ценность. В 2021 году Московская мэрия продает Дом Мальцевых военно-историческому музейному центру. Его соучредитель сам Владимир Мединский, а директор его родная сестра. Как хорошо, скажете вы. В историческом особняке откроют, очевидно, исторический музей. Не получите ни того, ни другого. Но нет.
Здесь построили гостиницу на 22 номера с рестораном на первом этаже. Гостиничный бизнес в Москве может быть делом крайне прибыльным, тем более и место такое туристическое, и здание отреставрированное, оно большое, 1000 квадратных метров. Все, как завещал нам в учебнике сам Мединский. Фантастическая возможность добиться успеха. И вот конкретно тут успеха будет добиваться ваша ровесница, дорогие 11-классники, 18-летняя дочь Мединского Мария. Потому что именно она, а точнее ее фирма, чудесным образом только что стала собственницей этого исторического особняка, который изначально передали в военно-историческому музейному центру. Поздравляем Марию с совершеннолетием и с покупкой. Оценить такой особняк можно в 500 миллионов рублей. Вот уж точно не упустила свой шанс. Это прямая кража. А это, давайте знакомиться, старший брат Марии, Александр Мединский. Ему 21 год, и он, похоже, тиктокер и рэпер. По собственным словам сына бывшего министра культуры, пара пуси мне мало, пара синглов без скандалов. Я хочу, чтобы мои слова... Сейчас могу. Пара пуси мне мало, пара синглов без скандалов. Я хочу, чтобы мои песни вся страна напевала. Пара пуси мне все мало, пару синглов без скандалов. Я хочу, чтобы мои песни вся страна напевала. Вряд ли это произойдет, но участь бедного музыканта Мединскому-младшему точно не грозит. Ведь в прошлом году он стал собственником фирмы, которой принадлежит помещение площадью 336 квадратных метров вот в этом доме на Мичуринском проспекте. Оно сдается под ресторан, а оценить его можно в 110 миллионов рублей. Другой фирме Мединского-младшего принадлежит 383-метровое помещение в том же самом ЖК, где мы находили у Мединских пентхаус. Наверху жилое, внизу коммерческое, очень удобно. Прекрасное просторное место, можно сдавать в аренду, не работать и жить на пассивный доход. Ну или просто продать. Стоит такое помещение 190 миллионов рублей. А еще у Александра Мединского полгода назад появился итальянский ресторан. Он называется «Il Literato» или «Литератор» по-русски. Просто посмотрите, где он находится. Вот библиотека имени Ленина, вот храм Христа Спасителя, вот Манеж, вот Кремль. А между ними ресторан сына Мединского. Он расположен в одном помещении с книжным магазином и клубом «Достоевский». Это тоже проект Мединского и его военно-исторического общества. В столичном книжном клубе «Достоевский» открылся отдел военных мемуаров. На церемонии открытия присутствовал помощник президента, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Тут можно купить не только патриотические книги и сувениры, но и мороженое, проверенное в лаборатории управления делами президента. А также вот такие фигурки бойцов Красной Армии за 8250 рублей штука. Маршал Жуков, к нашему удивлению, почему-то сильно дешевле. Но профессиональным успехом, о котором его папа пишет в учебнике, это назвать сложно. Потому что достался ресторан сыну Мединского от родной тети, которая переписала его на 20-летнего племянника. И что в этой истории особенно поражает и даже бесит, это то, что эти сверхбогатые люди, а Мединские именно сверхбогатые, я еще только начала перечислять, что им принадлежит, а уже получилось 1,5 миллиарда. Они еще и получают льготы от государства. У вас денег девать некуда, но нет. Вот в 2025 году ресторанный бизнес Мединского-младшего получает субсидию от Департамента имущества Москвы, льготу по арендным платежам 12 с лишним миллионов рублей. Зачем платить самому, если за тебя может заплатить российский налогоплательщик? У нас и без этого много проблем. А еще у сына Мединского есть приобретенная 3 года назад небольшая квартира вот в этом доме, ровно напротив элитного ЖК, где у самих Мединских пентхаус. Возможно, его туда отправляют ночевать в виде наказания. У тещи Мединского апартаменты в Москва-Сити, пара дорогих квартир и у сестры бывшего министра. Ну и, конечно же, у жены Мединского есть на что посмотреть. На нее зарегистрировано 8 фирм, которым принадлежат тысячи метров торговых и офисных помещений. Они сдаются в аренду медклинике, аптеке, Промсвязьбанку, спортклубу, архитектурному бюро, магазину «Пятерочка» и «Магнит». Ну и целое семейное поместье в Ватутинках у них тоже есть. Формально оно разбито на 3 части и записано на самого Мединского, на его сестру и на отца. Мы аккуратно записали в табличку всю недвижимость семьи Мединского, то, что принадлежит им лично и к фирмам. И получилось почти 6 миллиардов рублей. Это как бюджет целого города Ковров с населением 127 тысяч человек. А вот как в этом же Коврове выглядят школьные туалеты, которыми вынуждены пользоваться те, кто учится по учебникам Мединского. Пишут, что трубы прорывает 5-6 раз за учебный год, сантехника сломана, двери не закрываются. Но зато на уроке истории вам расскажут о величии России и Путина. Довольствуйтесь этим. Берите это за базу.
Перед тем, как двинуться к коллеге Мединского, к второму автору учебника, я хотела бы в качестве бонуса рассказать еще одну малюсенькую историю про самого Мединского. Вы наверняка знаете, что этот учебник – это не первый его литературный труд. Он написал еще кучу книжек. Это, в первую очередь, серия книжек «Мифы о России». Вот это о воровстве. Есть еще про пьянство и про демократию. Даже не читая, вы можете догадаться об их содержании, и оно удивительным образом перекликается с тем, что Мединский пишет и в учебнике. Россию оклеветали, враг завидует нашей стране, строит козни, распускает сплетни, а на самом деле все совершенно по-другому. Наверное, в том числе поэтому Путин и доверил Мединскому писать учебник, ведь это ровно то, что нужно. Мы ни в чем не виноваты, всегда правы, а если что-то и делаем не так, то это нас вынудили. Или как там на самом деле? Но была у Мединского попытка написать и художественную книгу. Вот она. Называется «Стена». Это очень плохой исторический приключенческий роман о смутном времени и обороне Смоленска во время русско-польской войны. Но даже сюда Мединский умудрился всунуть своего обожаемого Путина. Смотрите, один из героев книги говорит: «Надобно сейчас всем воедино собраться и врагам отпор дать, чтоб не было им покоя ни на единой пяде русской земли, чтоб они спать ложились и от сна пробуждались в страхе, везде супостатов преследовать будем. На дороге, так на дороге, а ежели в сральне поймаем, так и в сральне загубим, в конце концов». Вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим. Я думаю, вы и так прекрасно знаете, чья это цитата. Все, вопрос закрыт окончательно. И вся книга приблизительно такая. Но Мединский посчитал, что труд его гениален и заслуживает экранизации. Естественно, за госсчет, за счет ВГТРК. Он долго искал, кто может адаптировать книгу под сценарий, кто может снять это, и нашел не кого-нибудь, а самого известного тогда продюсера Александра Роднянского. Что было достаточно удивительно, учитывая, насколько плоха сама книга. Это легкое чтиво, это сделано, опять же, полу в шутку. Референс такой, как там «Три мушкетера», только еще легче. Но теперь мы знаем, что там произошло на самом деле. Об этом рассказал сам Роднянский уже в своей книге. Роднянскому было предложено экранизировать «Стену» в качестве искупления, возможности загладить вину за вышедший незадолго до этого фильм Звягинцева «Левиафан». «Левиафан» – прекрасный фильм, интересный, но сильно политический, сильно антигосударственный и даже антицерковный. В Минкульте с этим были огромные проблемы. Не то, чтобы они критикуют власть, там. Выбор налогоплательщиков. Берут и оплевывают. И снимают кино по принципу там «Рашка-говняшка». И выбор исполнителя главной роли в сериале «Стена» тоже не случайный. Воеводу Шейна играет Алексей Серебряков, который до этого играл главную роль в «Левиафане», а теперь, соответственно, отмаливает грехи. Вот так у нас с вами появился патриотический сериал по роману Мединского. Его впервые показали в День народного единства 4 ноября 2016 года. Рейтинг на Кинопоиске 3,2 из 10. Я снял свою фамилию с титров, никому не советую смотреть. И это достойная и даже щедрая оценка творчества Владимира Мединского. Как и тот факт, что его книги экранизируются в качестве наказания провинившимся продюсерам и актерам. В любой другой ситуации, в нормальной ситуации, Мединский бы был маргинальным писателем, графоманом, обитающим где-то на периферии культурной жизни. Но путинская система – это власть худших, власть самых беспринципных, самых бесталанных и самых серых. Поэтому Мединский и был столько лет министром культуры. Поэтому сейчас он продолжает быть официальным помощником президента, представляет его интересы на переговорах с Украиной, ну и пишет учебники для детей. Осталось только самоликвидироваться. Ну и настало время обратить внимание на второго автора единого учебника истории – Анатолия Туркунова. Он незаслуженно обделен вниманием, так как человек он менее публичный, чем Мединский, но, будьте уверены, Путина он любит также отчаянно. Да и должность у него очень серьезная. Он 33 года возглавляет МГИМО. Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Васильевич Туркунов. Для меня огромная честь, огромное удовольствие стоять в этом великолепном зале, иметь счастливую возможность сказать слова благодарности президенту Российской Федерации, который так тепло, сердечно, настолько, что поздравил. Спасибо президенту. Владимир Путин, молодец!
А еще он член президиума РАН, сопредседатель Российского исторического общества, член коллегии МИД и Общественного совета при ФСБ. Ну, а если вы решите почитать про него в Википедию, вам придется долго-долго продираться через разделы с его почетными званиями и наградами. Пока мы готовили этот ролик, Путин вручил Туркунову орден за заслуги перед Отечеством первой степени. И что бы Путин ни делал, всегда объявляется наш почетный ректор МГИМО и с высоты своей мудрости разъясняет нерадивым соотечественникам: Путин во всем прав. Я здесь согласен с Владимиром Владимировичем. Путин говорит, Путин. Надо стать доверенным лицом Путина на выборах? Без проблем. Туркунов готов, он им 4 раза был. Путин напишет предвыборную статью, Туркунов прокомментирует, скажет: статья примирительная и конструктивная. Путин захочет переписать Конституцию, Туркунов поддержит. Надо со всеми ректорами поддержать войну в Украине, Туркунов тут как тут. Ну, как не доверить такому замечательному человеку написать учебник истории? Россия преодолеет любые трудности, ибо России руководит непосредственно Бог. И такая служба Путину, естественно, щедро вознаграждается. Как вы себе представляете дачу ректора университета? Наверное, какой-то вот деревянный старый дом в лесу, в каком-нибудь поселке писателей или деятелей культуры, где все завалено книгами и конспектами. Нет. Вот дом Туркунова на Рублевке, в Барвихе. 1000-метровый особняк, больше похожий на старинный замок, записан на его жену. В облицованном камнем особняке есть даже что-то типа башни с бойницами, через которые Туркунов должен обороняться от соседей, ну или от американцев, которые подступают к нашим границам. Вместе с участком, почти в полгектара, стоит такая недвижимость в районе 800 миллионов рублей. Еще один рублевский дом Туркунова находится в 100 метрах от путинской резиденции Новоогарева. Дом 440 квадратных метров и 1500-метровый участок под ним, оформленный тоже на жену. Стоит такой 200 миллионов рублей. Столько же стоит 230-метровая квартира Туркунова в Хамовниках на Комсомольском проспекте. Такие подняли интересные вопросы. Но ладно, все знают, МГИМО славится коррупцией, тем, что туда за деньги берут блатных детей чиновников и бизнесменов. Понятно, что ректор за 33 года скопил себе на неплохую дачу, но вы сильно недооцениваете Туркунова. Давайте перенесемся в 2015 год, 26 декабря. Из аэропорта Внуково в испанскую Малагу вылетает бизнес-джет. На борту только свои: ректор МГИМО Туркунов, его жена Ирина, их дочь Екатерина с супругом Сергеем Кривощаповым и их дети. Зять Туркунова, к слову, пристроен замруководителем Одинцовского филиала МГИМО. Да и сама дочь Туркунова заслуживает упоминания. Она юрист, адвокат, преподает, где бы вы подумали, МГИМО, и много лет Екатерина была судьей. Правда, в не настоящем суде, а в телевизионной передаче «Тест на отцовство», где она ловко разбиралась в постановочных семейных драмах. Тишина в зале суда. И я алиментов тоже хочу на этого ребенка. Это понятно, конечно. Судебное заседание закрыто. Именно благодаря нашей телесудье мы и нашли объяснение, куда 3 поколения Туркуновых направились на Новый год. Вот испанская фирма Portabella Art. Она принадлежит Екатерине Туркуновой, и на нее записан вот этот двухэтажный 300-метровый пентхаус в Малаге. Квартира занимает 2 верхних этажа. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, великолепные террасы с зоной отдыха и личным бассейном. Место, в котором располагается дом, тоже впечатляет. Это территория 5-звездочного курорта и жилого комплекса Пуэнте Романа на так называемой «Золотой миле» испанской Марбельи. В распоряжении жильцов есть свой теннисный клуб, спа-центр и элитные бутики. Жить тут очень престижно и очень дорого. Само собой, тут есть и большой общий бассейн, а кому его недостаточно, могут прогуляться до моря. Идти всего 100 метров. Больше 2 недель Туркуновы там праздновали новый 2016 год. Потом вернулись домой, уже на другом бизнес-джете. Чтобы вы понимали, сколько это могло стоить, аренда самолета туда-обратно – это примерно $56 тысяч или 3,6 миллиона рублей. Начиная с 2015 года и до самой войны в 2022 ректор МГИМО Туркунов лишь 1 раз не съездил на Новый год на свою дачу в Испании. Да и посреди года он любил туда сгонять на пару недель. Кстати, на случай, если 300-метрового пентхауса не хватит для большой семьи Туркуновых, рядом, в 200 метрах, в том же самом элитном ЖК, у них есть еще одна 140-метровая квартира, купленная еще в 2006 году. Стоит такая сейчас около 5 миллионов евро. Находится она прямо на берегу, на первой линии от моря. Внутри гостиная, 2 спальни, 3 санузла, гардеробная с прачечной, ну и, конечно же, террасы. Вот такой патриотизм, вот такие авторы учебника истории. Пожалуйста, каждый раз, когда вы видите этот учебник, вспоминайте, кто вас учит любить Родину и имеют ли они на это право. Учебник очень хитрый.
Я еще раз повторю, мне правда кажется, что этот учебник – это мерзкое и подлое преступление. Он опасный и вредный. У этого учебника на законодательном уровне нет альтернатив. Он единый, он обязательный. Его читают школьники, многие из которых еще не способны адекватно оценить предлагаемую им информацию. Они же в школе, они учатся. Их задача – впитывать и усваивать знания, которые им дают учителя. А вместо знаний – вот это. Идеологический контроль, политический инструмент, единственная цель которого – взрастить новый электорат для Путина и сохранить путинскую систему как можно дольше, подавить любое инакомыслие и укрепить уже и так безграничную власть Путина. Вот что будет со школьником, который в это поверит, который не пойдет перепроверять, гуглить, не посмотрит этот или другие ролики на YouTube. Что нормально, дети не обязаны воспринимать все критически. Я вам опишу. В лучшем случае мы получим оболваненного энтузиаста, который поверит в сказки о надоях и уникальных возможностях, пойдет строить бизнес, как завещал Мединский, и сядет через пару лет, потому что не поделил что-то с ментами или прокурорами. Ну или за репост ВКонтакте. А в худшем случае, очарованный 4 страницами портретов героев Жоги и Лаудинова, он после школы подпишет контракт и пойдет на путинскую войну, бороться с нацистами под селом Никаноровка, рассказами про которых напичкан этот учебник, бороться с США, с Европой, с Соросом и всеми другими врагами, виноватыми во всем и пытающимися нас уничтожить. Это самое главное в этом польза исторической науки. В то время как на самом деле уничтожить нас пытается Путин, Владимир Путин. Он долгие годы последовательно и уверенно нас уничтожает, делает беднее, делает бесправнее и убивает. И помогает ему в этом конкретные люди. В этом случае их имена написаны прямо на обложке. Они утверждают, что они патриоты, государственники, ученые, но на самом деле они обычные халуи, которые благодаря Путину сумели заработать столько денег, что никому из вас и не снилось. И которые четко понимают, что если не будет Путина, не будет их богатств. Поэтому они так отчаянно борются за своего президента ценой будущего целого поколения. А для того, чтобы оставаться у власти вечно, нужен постоянный враг, нужна война, которая тебе лично ничем не грозит. В конце ролика я всегда вас прошу помочь с распространением, поставить лайк, послать ссылку знакомым. Но сегодня я вас прошу особенно сильно. Пошлите это видео тем, кто сейчас учится в школе. Родителям старшеклассников, знакомым учителям, да просто всем, кто так или иначе связан с образованием. Это правда очень важно. Это наша большая задача и огромная ответственность сделать так, чтобы подлая путинская пропаганда, его фальшивая история не проникла в головы детей. Чтобы у них был шанс вырасти свободными и честными людьми, которые когда-нибудь, надеюсь, очень скоро, и будут той самой прекрасной Россией будущего. Подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.